куда интереснее посмотреть на предприятие изнутри. А представляешь, сюда голова попадет. Это механический цех. Сейчас он на стапелях, а ведь когда-то будет работать в эксплуатации. Четверть цеха занимает, ей-богу. Вот этими руками создается эта техника. И вот она. Подъездной путь где-то в Удмуртии. Рядом главное, а этот зарастает. Шпалки даже еще деревянные. Только каждая пятая разрядная, железобетонная. Наката практически нет. Да здесь даже и тропинки нет. По нему почти никто не ходит. Но от величайшего множества подобных подъездных путей конкретно этот отличает то, что по нему проходили почти все узкоколейные тепловозы. Ведь ведет он на Камбарский машиностроительный завод. Завод был основан в 1767 году русскими заводчиками Демидовыми, как железоделательные мастерские. В первые десятилетия после основания завод занимался выплавкой железа и распиловкой леса. В конце 19 века завод строит тарантасы. В начале 20-го перешли на вагонетки, платформы с деревянной рамой, станки для заточки пил, цепи. Затем освоен выпуск пилорам, крепежных деталей для верхнего строения пути и прочего. С 1933 года завод был переименован в литейно-механический и только с 1944 года называется, как и сегодня, Камбарский машиностроительный завод. С 1950 года завод начинает выпуск снегоочистителей, трелевочных лебедок, пассажирских вагонов и мотовозов для железных дорог узкой колеи. И понеслась. Почти все узкоколейные тепловозы в нашей стране выпускались на КМЗ. А с 1982 года заводчане замахнулись и на широкую колею, выпустив тепловоз ТГМ-40. Уже в следующем году на международной ярмарке в Лейпциге локомотив награжден золотой медалью. Неудивительно. Конструкция была уже обкатана, и цараковка, по сути своей, раздутый под широкую колею тепловоз Ту-7. Прототип так и назывался Ту-7М. Между прочим, это редчайший случай успешной переделки узкоколейного тепловоза под широкую колею. Сегодня Камбарский машиностроительный завод специализируется на изготовлении самой разнообразной продукции, где транспортное машиностроение не ведущая скрипка, но один из столпов благосостояния. Нефтехимическое и криогенное машиностроение занимают весомую долю производства. Также принимаются заказы на нестандартное оборудование, ведь сегодня КМЗ не просто завод, а многопрофильное производственное объединение. Но вернемся к машиностроению. Сегодня успешно выпускается подвижной состав узкой колеи. Тепловозы Ту-7А, Ту-10, платформы, думпкары, пассажирские вагоны. Для пространства 1520 прилагаются модернизированные тепловозы ТГМ-40-01 и тепловозы-снегоочистители на их базе ТГМ-40С. Отдельное направление – подвижной состав для метрополитена. Здесь и автоматриса АГМС, и мотовоз МТК-1 с прицепной платформой УПК, а также диагностический комплекс и даже зумфовый агрегат. Это предприятие нам предстоит посмотреть, но предлагаю продолжить историческую часть, ведь в местном краеведческом музее собирается целая экспозиция, посвященная заводу. Разрешили посмотреть на будущие экспонаты, на макеты тепловозов, мотовозов, он снегоочиститель выглядывает. Это продукция Камбарского завода. ДНК, это года 50-е где-то, вон видно наши любимые подшипники. Скольжения здесь тоже представлены. Выглядит очень хорошо и похоже. Ту-6А, это уже чисто камбарская тема. И причем, как интересно, два варианта окраски. Оба они 3 по нумерации, но при этом имеют разную окраску. Хотя ни одна из этих не соответствует самой массовой, самой распространенной окраске тепловозов, покидающих ворота завода. Но в любом случае очень приятно посмотреть на скрупулезную детализацию, даже стеклоочистители на месте. Очень красиво, очень эстетично. Вообще моделизм — это отдельный мир, что уж тут сказать. И уже на выходе случайно глаз зацепился за музей Тесовской узкоколейки. Парни, большой привет! Вот так вот хранятся будущие экспонаты. Мы сейчас вот на лесенке. Здесь происходит только подготовка к экспозиции, а они ждут своего часа вот тут вот. Сейчас мы видим, директор музея работает. Очень приятная женщина. Ну, мы давайте посмотрим немножечко на будущие экспонаты. Ох,
Путеукладчик. Класс. Вот прям по такому же мы с тобой как-то лазали, ходили, путешествовали. Вагон с плетьми. Ага. Автоматрис Ту-6П. Там четверочка вроде выглядывает. Красота, да? А это, по-моему, макет тепловоза Ту-2М. Он был совершенно не похож на Ту-2 и имел иную конструкцию. У него такие два капота, кабина посередине. И, по-моему, у него там дышловые должны были быть. Да. Вон, видишь, тут привод от колесной пары. Сюда должно было идти такое дышло. Интересная конструкция, по-моему, нигде больше не применялась. Ту-6СП. Ну здорово, да, на такое посмотреть вблизи. Потом все будет как-то стоять недосягаемости, а тут оно вот прям рядом. Если зайти с другой стороны, можно полюбоваться на ТГМ-40, на звезду Парижа, на машину, которая сейчас на многих подъездных путях эксплуатируется. Но по сути раздутая до широкой колеи семерка. Выглядит, конечно, круто уже прям. Немножечко по ширококолейному. Ну, возвращаясь к колее узкой, матриса грузовая из тепловоза Ту-6, оборудованная манипулятором, такие специальные упоры. Я не помню, как они называются. Я думаю, ты мне это простишь. Этажом ниже Ту-5Э, говорят, экспортный. И обрати внимание, во-первых, у него автосцепка. Если у всех остальных круглый буфер, то здесь автосцепка стоит узкоколейная. И здесь он показан в разрезе. Видно, как он устроен. Здорово. Вот заморочились же, сделали. На нижней полке четверка. Признаться, сейчас ты ее видишь лучше, чем я, потому что мне обзор закрывают полочки, а так извернуться как-то не получается. В общем, такая вот красота. Держу пари, что-то в загажниках еще есть. И это не полное собрание. Еще интересна вот такая табличка, где изготовлена. Москва. Приятно. Сейчас, можно сказать, делаем исторические кадры. Еще ничего толком не готово. Здесь будет стоять вся эта прекрасная экспозиция. Видимо, тут только каркасы полочек свариваются, стеллажи делаются. Вон, видим, монтаж происходит. Всего, здрасте. Здравствуйте. Вот такая вот красота. Будет очень светло, просторно, классно, зелено. Вообще мне очень нравится сочетание белого цвета и какой-то растительности. По-моему, это выглядит очень современно. И тем радостнее такое найти в компарке. Здорово. Герб Союза, какая-то доска со всякими чек-бумажками. Ну и, конечно же, инструмент, с помощью которого возможно, проектировались многие машины, которые сейчас бороздят узкоколейные просторы, ну или же ржавеют, или же их кабины являются складом или прибежищем в ночном лесу для охотника. Вот именно на таких вот чертежных столах, стоя, делались неимоверные чертежи будущей техники. Это тоже очень важный инженерный инструмент. Сейчас, конечно же, безвозвратно ушедший в прошлое. Сейчас компьютеры, автокады, 3D-моделирование и все. Но тогда, в аналоговое время, это был основной рабочий инструмент инженера-проектировщика. Помимо фантазии, конечно же. Ух ты, друзья! А нам, оказывается, с вами повезло. Еще раз спасибо большое за теплый прием. И тоже глаз зацепился на вот этот вот заборчик. КМЗ, 75-й год. Не только тепловозами едины. Но куда интереснее посмотреть на предприятие изнутри. Увидеть, так сказать, цеха, легендарные цеха. Откуда вся эта техника выходила, где она зарождалась. И начинается завод, конечно же, с проходной. Вот какое красивое здание. Чем-то отдает московским электрозаводам. Ну, по архитектуре, по своей. И обрати внимание, какие ставни, какая дверь, какие окна, сколько трудовых династий проходило на работу мимо этих окон. Сколько всего они видели, какая история. Парковочка небольшая. И вот главный вход 1966 года.
Красота, правда? Машиностроительный завод. Конечно же, предприятие, как вы можете догадаться, режимное, поэтому обязательно заполняем заранее заказанный пропуск. Тот случай, когда мы попадаем официально. Поможет нам в этом деле Калюжный Дмитрий Николаевич, главный инженер предприятия. И вот мы уже внутри на территории. Нас встречает очаровательная его помощница. Идем знакомиться. Уже за забором. Назад пути нет. Вот мы идем по административному корпусу, там паровозы всякие. Красота. Просто красота, кстати, достаточно стильно придумано с освещением. Поднимаемся на самый верх. И вот, ребят, сразу в просторном красивом кабинете бросается в глаза такая вот картина, фотография. Оказывается, тепловозы Ту-10 даже в Улан-Батор поставлялись. Ага, без проблем. Успехов в труде, новых достижений. Итак, друзья, первое, что у нас на повестке стоит, охрана труда. Как на любом предприятии, это номер один. Ну, если все поубиваются, сами понимаете, никуда ничего и не получится. А проводят нам вот в таком прекрасном конференц-зале. И карты, и схемы дорог, все тематически, все классно. И даже сейчас посмотрим какие-то ролики. Ну-ка. Прослушайте водный инструктаж. Различные технологические процессы и операции вызывают возникновение опасных и вредных производственных факторов, таких как движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия и заготовки, материалы, повышенный уровень шума. Нахождение посетителей на территории подразделений общества допускается только при сопровождении их работниками предприятия. Будьте предельно внимательны при приближении к местам, где движутся механизмы и части производственного оборудования и над которыми производится перемещение грузов кранами. Используйте защитные каски, защитные очки и другие средства индивидуальной защиты, предоставляемые администрацией предприятия. Уступайте дорогу движущимся механическим транспортным средствам. При входе в помещение цехов и участков пользуйтесь калиткой для пешеходов. Не заходите за ограждение опасных зон. Перемещайтесь по установленной разметке и знакам безопасности. Курение на территории предприятия разрешено в специально отведенных местах. Не стойте и не проходите под строительными лесами или местами, где возможно падение предметов сверху. Не проходите в непосредственной близости от работающего оборудования. При возникновении аварийной ситуации эвакуация осуществляется согласно схемам эвакуации и в соответствии с указателями и информационными табличками. Уважаемые посетители и гости, желаем вам получить только приятные впечатления от посещения нашего предприятия. Вот так, друзья, мы, оказывается, открываем новый журнал. Вот ты, наверное, спрашиваешь, зачем я тебе показал вот этот вот фильм «Вводный инструктаж». Ну, ты же тоже сейчас со мной туда пойдешь, поэтому будь добр. И еще, к слову, о современной продукции. Путевая техника для метрополитенов. Вот эти вот хозяйки метрошные, которые можно видеть на станциях глубокой ночью, в период окон, в период отсутствия движения, когда метро оживает, уже немножечко в другом амплуа технического обслуживания. Вот эта техника, произведенная здесь, в Камбарке, помогает содержать тоннели, пути метрополитена, доставлять рабочих к месту проведения работ. Такая вот важная техника здесь производится сегодня. И вот на схеме железных дорог такие флажочки воткнуты. Я, конечно, сейчас пока затрудняюсь ответить, к чему они относятся. Ну вот он. Ну-ка, Новомосковск есть? Есть Новомосковск. Ага. Ростов-на-Дону.
детские дороги там находятся. Ну-ка, Ярославль есть? Ага, конечно, есть. Очень интересно. Да. Хотя интересно, что вот это вот обозначает Диксон, может быть, где эксплуатируется продукция завода. Ведь машиностроительный завод, он не обязан выпускать только железнодорожную технику. Спектр явно больше. Но об этом мы будем расспрашивать Дмитрия Николаевича. Уж кто, как не главный инженер, знает, куда идет продукция предприятия. Но география, конечно, внушительна, тут уж ничего не скажешь. И Диксон, и Сахалин. А вот и Дмитрий Николаевич собственной персоной. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, покажете? Это механический цех. Механический. Да, механосборочный участок, если мы его называем. Здесь, собственно говоря, все, что связано с механической обработкой, в том числе токарная, фрезерная, зубообработка у нас своя удалось сохранить, восстановить и дальше развивать. То есть это шестерни, это редуктора, в том числе и для нашей же техники, осевые, реверс-редуктора, раздаточные редуктора. Все это мы делаем до сих пор сами. Технологии остались, чертежи остались, люди остались. Кроме того, мы сейчас эти компетенции масштабируем, то есть в дальнейшие отрасли, как бы не только в транспортное, мы там активно осваиваем различные редуктора в рамках импортозамещения в нашей стране, там, да, крупногабаритные какие-то там, модуль там 10, 11, 12 модуль зацепления. Это все нам под силу, мы все это делаем сами, как бы. Значит, здесь как конические, так и цилиндрические. Вот. Но в основном, я бы не сказал, что это тихоходные, это где-то среднеоборотистые редуктора. Вот. Поэтому, имея компетенции в производстве редукторов для железнодорожной техники, грех было ими не воспользоваться для производства других редукторов, собственно говоря. Логично. А вот здесь, ребят, тоже кверху ногами рамы тележки, причем на что-то ширококолейное. Вот здесь находятся пружины, а это челюсти, по которым скользит буксовой узел. Это ремонт, да? Да, это все ремонт. Это все части одной и той же тележки. Ага, то есть к вам на завод отправляют технику в ремонт, чтобы не в деповских каких-то условиях, а прям заводской ремонт. Да, совершенно верно. Мы тут же ее ревизируем, ремонтируем и испытываем. Вот обратите внимание на разные колеи. Вот эти вот катки, видимо, они переставляются. И можно прогонять технику, испытывать. Тут как раз есть приводной вал, который вращает эти осевые редуктора. И тележка какой-то пробег наматывает и смотрит на ее износ, на отсутствие посторонних шумов, вибраций, на корректность работы оборудования. Мы, наверное, единственный на сегодняшний день завод, который может делать железнодорожную технику на колею, отличную от 1520 в России. И поэтому мы с радостью и с удовольствием берем такие контракты, даже тогда, когда надо ввязываться в историю, связанную с разработкой техники, да, где нет готового технического решения, и у нас остались компетенции и конструкторско-технологическое подразделение, которым под силу это все сделать. Вот. Колесно-токарные станки, это все сохранилось, мы на них работаем. Это вот конкретно образец колесной пары уже на колею 1520 для условий работы в метрополитене. Да, вы же сейчас выпускаете технику для метрополитенов. АГМУ, всякие матрицы, развозные. Да. Все вот эти хозяйки, они выходят из ваших цехов. Из наших в том числе, я бы сказал. Ага. Очень здорово, что у вас получилось так перепрофилироваться. Конечно, в условиях завода возможности широченные. Да, точно так же станок для напрессовки колесных пар на оси. Здесь мы восстановили, контролируем параметры давления напрессовки, строим диаграмму, потом заносим это все в паспорт. Значит, ребят, ситуация такая. Там насаживают на том станке колеса на холодную,
Но бандажные колеса, они садятся на ось по другой технологии. Индукционным нагревателем колесный центр, вот он, видишь, прямо по центру экрана, нагревается, садится на ось, и уже потом на него бандаж. Ты посмотри, какая красота. Технопорно. Абсолютно нулевый выточенный бандаж. Красота. Бегать ему и бегать. Надо небольшую ремарку. Немного не так это выглядит технология на самом деле. Так, поправьте. На самом деле нагревается бандаж. Так. Вот в этом устройстве, называемом индукционный нагреватель. И в него вот этой траверсой садится колесный центр уже. И потом это в сборе вся конструкция, называемая колесом бандажа, садится на ось. А посадка на ось уже производится на холодную. Конечно. Недаром человек главным инженером-то стал. Испытанные колесные пары уже готовятся к насадке буксовых узлов. То есть уже колесная пара в сборе, если это приводная колесная пара, она в сборе с приводной шестерней здесь. Если холостая, она без приводной шестерни. Но здесь уже вне зависимости от того, приводная она, не приводная, на них насаживается бандажный узел, состоящий из буксы, крышки буксы и кассетных, либо там роликовых, там шариковых подшипников. Про диверсификацию. Вот это как раз та история. Один из продуктов. Так, а что вот это такое? Что за бочка? То, о чем я вам буквально вот недавно говорил, о том, что как удержаться на плаву, будучи узкоспециализированным предприятием, но имея достаточно обширный пул технологических переделов и оборудования, да. Это освоение новых видов продукции, да. Один из таких продуктов нашего предприятия — это криогенные сосуды, то есть сосуды для хранения, транспортирования и выдачи низкокипящих жидкостей. То есть вот конкретно здесь это наш первый опытный образец под сертификацию в свое время был сделан криогенного сосуда РКТ-8 в транспортном исполнении. То есть он предназначен для хранения, транспортирования и выдачи кислорода, азота, аргона. Как правило, там хранение продукта происходит при температуре минус 196 градусов. То есть силами своего инжинирингового подразделения мы спроектировали, рассчитали технологии. И это было как раз тогда, когда это было необходимо рынку, да, то есть мы здесь говорим о гибкости нашего предприятия. Вот наглядный пример одного из многих наших продуктов, которые позволяют нашему узкопрофильному, как многие говорят, предприятию держаться на плаву. Но мы на самом деле сейчас уже себя так не позиционируем, мы, наверное, позиционируем себя как инжиниринговая компания, да? То есть мы не зря назвались производственным объединением, потому что производственное объединение включает в себя целый, скажем так, целый перечень направлений, я бы сказал, не одно. Вот. Но помимо того, что развивая новое, мы не забываем держать на плаву старое и его модернизировать. Сейчас вот, например, работаем над улучшением определенных характеристик уже существующих составов, которые мы делали. Причем апгрейды определенных узлов и элементов. Ну это заметно. Брать последние тепловозы на узкую колею, небо и земля. Вроде называется также там Ту-7. А в кабине по устройству это уже не совсем другой тепловоз, но отличается радикально. Я скажу больше. Мы сегодня работаем еще и над экипажной частью с тем, чтобы для тех же детских железных дорог максимально приблизить устройство локомотива к устройству локомотива большого, да, того же дизельного, да. Потому что конструкция тележки челюстного типа это мягко говоря, первый шаг, да. А сейчас мы провели определенную работу над пружинно-рессорным подвешиванием, над колесно-моторным блоком. И я пока не буду подсвечивать полностью, но в ближайшее время мы получим новые образцы техники. Это про узкую колею. Но мы не забываем работать и на колею 15-20. Об этом чуть-чуть попозже. Сварочный цех, как раз таки продолжая историю про диверсификацию, имея компетенции сварки, имея сварщиков, мы провели работу по аттестации технологий сварки. Также с нуля была организована лаборатория неразрушающего контроля
аккредитованы, аттестованы в двух системах. В РЖД и Ростехнадзоре. То есть сейчас на нашем предприятии производятся помимо путевой техники еще и различные сосуды, аппараты, работающие под давлением для химической, нефтяной, газовой промышленности. Вот за вашей спиной еще один криогенный резервуар. Еще если повернуть направо, там испаритель атмосферный. Это все тоже в рамках криогенного оборудования, это все истории. Это вот кожухотрубный теплообменный аппарат, трубный пучок, точнее, к ним. Сделанный полностью из аустенитной стали, из нержавейки 12Х18М10Т. Ну, скажем так, стопроцентная локализация. То есть А у вас все сделано здесь. Есть обучение здесь? Вот есть какой-то условный сварщик, которому нужна работа. Насколько я знаю, на КМЗ есть возможность сейчас устроиться, руки нужны, предприятие живет и здравствует, диверсификация работает, то есть тут цех не пустует, нет этой гнетущей тишины а-ля 90-е, упадка здесь совершенно не слышно у вас. Какое-то обучение, курсы для слесарей, повышение квалификации, перспективы работы? Абсолютно с вами соглашусь, и очень правильные вопросы вы задаете. Нам, как никому, наверное, здесь получилось создать такой микроклимат на предприятии, довольно-таки, я бы сказал, демократичный для основных производственных рабочих в том числе. Не надо бояться, глаза боятся, руки делают. Аминь. Ну и хорошая политика. Если нужен классный специалист, проще вырастить его Да, самим. под свои задачи, под свои нужды и под свою команду. Потому что команда и коллектив очень многое значит. Если человек в нем адаптировался и чувствует плечо, он и работать будет совсем по-другому, чем он будет приходить с 8 до 5, и обособленно как-то там себя чувствовать. В одном случае в трубках хладагент, в другом случае теплоноситель. Да. То есть если между этими трубками. Да. Если в трубках теплоноситель, то соответственно теплоноситель, пробегая по трубкам, нагревает то, что находится между трубок. Если в трубках хладагент, то хладагент, пробегая по трубкам, охлаждает то, что находится вне трубок. И наоборот, в межтрубном пространстве может быть теплоноситель, а в трубках то, что надо нагреть. Теплоноситель, пробегая по межтрубному пространству, нагревает то, что находится в трубках. И если в межтрубном хладагент, то хладагент, пробегая по межтрубному пространству, охлаждает то, что находится в трубном пространстве. То есть фактически многоцелевое устройство. Многоцелевое устройство, они разного исполнения. Там есть с плавающими, с неподвижными решетками, с U-образной трубой. Их куча всяких разных. Мы это делать умеем, проектируем. Это везде. Они везде. Кочегарка. Котельные, химическая, нефтегазовая промышленность, нефтеперерабатывающие заводы, химические комбинаты. Кондитерские фабрики, дрожжепивзавод. Везде, да, везде. Холодильные установки. То есть это такое оборудование, которое, достаточно много где применяется. Мы это дело умеем проектировать, мы это дело умеем рассчитывать, мы это дело умеем делать. Собственно, лучше, чем эти умные люди, я бы вам не объяснил, что за кракозябру ты видишь сейчас по центру экрана. Вот можно посмотреть на это дело немножечко поближе. Обрати внимание, какая точность исполнения, какая кропотливость труда. И это все должно быть не просто так присрано, а собрано, чтобы годами работать, годами служить. Это все сделано из нержавейки. Обрати внимание, какие швы, как все это мастерски приварено. Никакого, ни лишнего облоя, ничего. Но я говорю, ребят, технопорно, по-другому и не скажешь. Красота! И вот нас пускают на склад готовой продукции. Вот они, красавцы. Вот они, думкары. Прям вот только-только сделанные. Муха на них, как говорится, не прелюбодействовала. На 750 миллиметров. Те самые тележки. Это как раз тот самый вариант, когда техника, выпускавшаяся еще когда-то давно, может быть повторена силами завода. Потому что документация, чертежи, оборудование, оно все сохранилось. На сайте завода пишут, что и запчасти производят, и любую выпускаемую ранее узкоколейную технику повторить, в принципе, могут. Для этого, как ты видел, есть все возможности.
Слушай, ну красота же, а? Ну просто красота. И обрати внимание на вот это. Гигантские станочища. Четверть цеха занимает, ей-богу. Кузнечно-прессовый цех. Резко, гибко, заготовка панелей, заготовка элементов. Все это происходит здесь. Тут сейчас нам повезло, сейчас перерыв обеденный, поэтому тут тихо и можно посмотреть. Очень скоро все это начнет работать, громыхать, шуметь, и будет совершенно невозможно что-то показать. Но, ребят, сами масштабы цеха, вот, оцените, вон там где-то свет в конце тоннеля, и все это заполнено высокотехнологичным оборудованием. Вон тут станочек пильный, вон, смотри, какая колбаса металла. И потихонечку это все дело режется. Естественно, подача воды идет, ну а как же без этого? А сюда собираются опилки. Отходы производства. Красиво, правда? А представляешь, сюда голова попадет? Но не попадет, потому что прошли инструктаж по охране труда и технике безопасности, чего мы и придерживаемся. Вон там желтая точка по центру экрана. ТГМ-40С снегоочиститель. Вот, сами используют свою продукцию. Хороший показатель качества, не так ли? И, кстати, обрати внимание, какие интересные тележки. Я так полагаю, это транспортные тележки чисто для внутризаводского перемещения. Потому что на вагонах я такой не встречал. Да и тут по заводу амортизация, она не вот прям особо нужна. Соответственно, конструкция максимально простая. Боковины, колесная пара, чисто букса в челюсти и место, куда опирается заготовка изделия, вагона. Она, да, немножечко подрессорена. Тоже интересно такую штуку поглядеть. И сравни с уже готовыми телегами. Ну, в принципе, мы их все уже видели на тепловозах, на вагонах. Вот здесь тележка, видно, приводная, шестерня осевого редуктора. Вот так это выглядит. Я так полагаю, это для перемещений по территории завода заготовок, потому что балка, насколько я понимаю, выше, чем на конечном изделии тележки. Такая романтичная курилка. Прям южными моментами отдает. Дынь. Ну, это у нас сборочный цех. Здесь мы непосредственно собираем уже готовые изделия. Как вы видите, здесь не только локомотивы, здесь и различная нестандартка у нас. Там и дробильно-сортировочные собираются у нас, элеваторы, сортировки, грануляторы различные. Это мы тоже все сейчас освоили и делаем, ну, подстраиваясь под реалии рынка. Ну и также узкоколейную и ширококолейную технику тоже собираем здесь. Грузоподъемные механизмы позволяют это делать. У нас тут два больших крана, управляемые крановщиками. Вот. Ну и, собственно говоря, в конце цеха мы пускаем дым уже, ну, то есть так на языке машиностроителей. То есть мы заводим машину уже, когда она готова. И оттуда уже с той части цеха она выезжает на путях. На пути, если она на колею 15-20. Ага. Если на колею 750, то здесь тоже есть проложен путь. Машина, как правило, отправляется в частично разобранном виде путем погрузки либо на платформу железнодорожную, либо на трал. И уезжает к заказчику непосредственно. Дальше уже служба сервиса уезжает в командировку, отрабатывает, запускает. Если какие-то там небольшие недочеты, на месте дорабатывает, устанавливает и все. И дальше техника уже эксплуатируется. А у вас есть какая-то поддержка заказчика? Ну вот, конечно. заказали Ту-10 да. несколько лет назад. То есть, если что, всегда готовы поддержать. 24/7 служба сервиса Камбарского машиностроительного завода держит связь и всегда оперативно отвечает на любые вопросы наших заказчиков. И эта служба в непосредственном подчинении главному инженеру. А вот этот вот красавец куда? В Монголию, я так понял? Нет, в Монголию мы уже давно отправили. Этот красавец поедет в город Семей, в Казахстан. А, в Казахстан. Тут такие цвета казахские: синий, красный, ливрея их. Значит, еще и на экспорт работаете. Да, конечно.
Экспортная история началась не одно десятилетие назад, еще с тепловозов Ту-5Е. Сегодня камбарские тепловозы, помимо постсоветского пространства, можно увидеть в Аргентине, Болгарии, Великобритании, Гвинее, Кубе, Словакии, Сенегале и, конечно же, Вьетнаме. По исторической ветке из города Далат автору видео посчастливилось прокатиться под тягой тепловоза Ту-7АЭ 866. Фото можно найти в группах в Telegram и ВК. Ссылочки в описании. Присоединяйтесь. А с июля 2024 года возобновлено сотрудничество КМЗ с вьетнамскими железными дорогами. История продолжается. Вот эта тележка скоро будет в Казахстане бороздить все. Опоры кузова смазаны смазкой. Можно рассмотреть всю ее конструкцию, поводки редукторов, чтобы они занимали свое положение. И видишь, тут как сделано. Вот на вход редуктора момент приходит, и через него идет на следующий. И обрати внимание, что это редуктора одинаковые, они типовые. То есть сюда можно, грубо говоря, третью ось присобачить и тоже через кардан передавать момент. Да, шестиосный узкоколейный тепловоз. Бессмысленно, но круто. И вот этот вот товарищ. Сейчас он на стапелях, а ведь когда-то будет работать в эксплуатации. Когда-то это будет устаревшая техника. Когда-то следующее поколение будут говорить: вот, деды ездили на Ту-10. А вот он сейчас по моменту в производстве. Ты представляешь? Вот тут люди работают, собирают эту технику. Весь нулевый, весь покрашенный. Красота. Там можно немножко на машинное отделение посмотреть. Конечно, да, давай мешать тут не будем сборщикам. Работа ответственная, работа важная. Но как это все здорово выглядит, а? Он уже ближе к своей финальной стадии готовности. И тут уже варится следующая рама для какой-то платформы. Вон там ребята работают, как говорится, глаза. Когда-то, может быть, эта платформа будет мостом через какую-то речушку, где-то черт знает где, в каких-то пердях. А сейчас это рождающееся изделие. Оцени вот этот сам момент. Оцени вот это, почувствуй это время. Так. 87. 0,87. Ту-8 0,87. 2024 год. Момент рождения. Сборочный цех самый интересный. И он тут сбоку. И современная продукция. Вон какую красоту могут делать. Это ГМ-40 в каком-то фейслифтинге. Барский машиностроительный. Ну, конечно, самое интересное — это посмотреть на тепловоз, посмотреть на то, как варится рама. Когда-то, представляешь, здесь собирались вот все вот эти вот тепловозы. А, кстати, а домкрат каких годов там? Тихорецкий завод, да-да-да, Воровского. 1960 лохматого года. Я думаю, за давностью лет точный год уже не так важен. Вот так оно и работает. Вот прямо сейчас подкрашиваются все элементы. Вот этими руками создается эта техника. Подкатывают тележку. Сейчас ставят, чтобы шкворень заходил в паз. Скоро будут опускать его. А пока доступ только по стремяночке. Ну давай, стрёмно на стремяночке. Зайдем. Аккуратненько. Да, смотри, даже пола еще нет. Оп. И вот мы внутри. Ты глянь. Кабины еще нет. Только шуруповерты, только вот какой-то монтаж. Вот мы заходим в эту кабину. Кажется, первый машинист, ну пусть и бывший, который здесь оказался. Форточки такие, кстати, классные, стеклопакеты. Лобового еще нет. Обшивка. И вот монтаж оборудования. Ну, еще только предстоит. Тут только так накидали. Раньше это кондуитом называлось. Ох, ну пойдем дальше посмотрим, что у нас тут происходит. Да, как всегда, я с собой не взял фонарь. Молодец, на опыте. Вот совершенно новый двигатель, новая передача. Ну-ка, сейчас пройдем. Тут надо просто смотреть под ноги, потому что полики еще не везде настелены. О, уже клуб поставили. Электроника.
Да, вот такой вот переходик здесь, помостик, аккуратненько. Вот такая красота. Пахнет, конечно, навьем. Я понимаю, ребят, заводчане, кто смотрит, для вас это рутина, для вас этот запах, это запах химозы, и он только раздражает. Но мне, как человеку залетному в этих местах, это все прям по кайфу. Поэтому прошу, как говорится, отнестись с пониманием. Ну, красота, монтаж, шлемная рейка. Все есть. Ну и пойдем в ту кабину посмотрим. А здесь та же степень готовности. Да, здесь пока все то же самое. Зато видим пол, отверстие. Это для арматуры, для трубопроводов, к органам управления тормозами, манометрами, к датчикам давления, которые будут стоять в пульте управления. Вот такой вот вид. Глаза. Вот так вот полуавтоматом кладутся эти швы. Полуавтомат здесь тоже непростой. Проволока. Причем проволока-то посмотри какая. Толстая. Ну, учитывая толщину заготовки, ничего удивительного. Сталюга какая. И вот какие швы красивые получаются у этого неизвестного нам профессионала. Здесь продолжается производство. Платформы, рамы. Печки для обжига различных продуктов, там, для цементных заводов применяются, и там надо отводить тепло, и роль отвода тепла играет вот такая конструкция, так называемый рекуператор. Здесь мы видим сварку корпуса рекуператора, прошу прощения, еще без внутренних устройств. После того, как сварится корпус, туда будет установлено порядка 800 штук внутренних устройств. Очень плотная набивка там идет, и это все насадится на сварку. Все это дело из нержавеющей стали, и потом вся эта конструкция отводит тепло от печи вращающейся. А корпус рекуператора, он из какой фольги сделан? Сколько там, миллиметров 10-15? 12 миллиметров 12. листовой прокат, 12К 18-10. Ага. И такой, ну, не сварочный стол. То есть его можно по мере прохождения шва поворачивать. Да, это сварочный вращатель, сделанный тоже тут. Да, да, это все, мы всю оснастку, всю проектируем, изготавливаем сами, самостоятельно. Все, она приводится в движение вон тем электродвигателем, через клиноременную передачу. Крутится ролик и вращается вся конструкция. Здорово. Вот тут такая картинка красивая наверху висит. Насколько я знаю, в одном экземпляре была собрана такая матрица. Такая не была собрана, это концепт. Он есть пока что только на бумаге. Концепт рельсового автобуса АМ3П пассажирского на дизельной тяге. На данный момент мы прорабатываем варианты реализации этого проекта. Вот недавно к этому вернулись совместно с российскими железными дорогами. Но пока что только на стадии переговоров. А вообще был опытный образец АМ3С, автоматрица служебная для перевозки ремонтных бригад на малодеятельных путях. Вот она, к сожалению, не прошла сертификационные испытания ввиду того, что модельный ряд буксовых подшипников, насколько мне известно, не был в реестре на РСПЖТ или где-то, да? Понятно. Но сама разработка, она, на мой взгляд, сейчас перспективная. Очень много у нас в огромной стране малодетельных веток, где почему-то таскают один старый вагон огромным тепловозом. Это экономически вообще просто провальная история, в отличие от этого решения. Да. Мы когда выйдем на позитивные, скажем так, истории с переговорной частью со стороны потенциального заказчика в лице ООО РЖД, я думаю, этот проект стартанет. Вся крупноузловая комплектация у этой машины уже давно проработана. Машина есть в чертежах, машину надо изготовить в железе и сертифицировать. Сейчас мы
уже подошли к этому. Производство, по крайней мере, к этому готово. Я думаю, в ближайшем будущем этой машиной займемся плотно. Вот знаете, как в каждом уважающем себя депо есть какие-то старые подъездные пути, где стоит что-то, что раньше представляло особую ценность, какие-то... Все самое интересное, оно же всегда в загажниках. Вон там кабина от тушечки стоит. Да, так же, как в Витью, прям вот что-то похожее. Но у Камбарки-то, мы, как знаем, особый путь. И вот она, посмотрите, сделанная в единственном экземпляре, опытная матрица, которая, к сожалению, по ходовке все-таки из-за измененных требований не прошла. Но ходовку намерены доработать. Проект, хоть она сейчас стоит в кустиках, не похоронен. Тележки, как сказали, намерены немножко переработать, чтобы она соответствовала требованиям современным. И что получается? А получается, это очень интересный конкурент Мытищинскому машиностроительному заводу ММЗ, который раньше делал РА-1 рельсовый автобус, а потом РА-2, который в подавляющем большинстве в двухвагонном исполнении, ну и РА-3, который сейчас, насколько я знаю, не производится, на момент записи видео, из-за отсутствия импортных компонентов, которые импортозаместить, к сожалению, не удалось. И если РА-1 это какая-то такая опытная серия, где даже, прости господи, туалета нет в салоне, РА-2 одновагонная сделана всего в одной штуке. И эта штука сейчас должна находиться в Нижнем Новгороде в музее железнодорожного транспорта. Оттуда ее вряд ли отдадут. А здесь вот такая альтернатива вырисовывается. Здесь, я так понял, наверху климатические установки расположены, подвагонное оборудование, кузов неохватывающего типа. Конечно, да, с низкой платформы надо будет забираться, но видно, что тут лесенка такая стоит, подножки. И что здорово, она механическая, она не выдвижная, то есть ее не будет клинить, это минимум обслуживания. И тут такая тема, как в пассажирском вагоне. Открывается дверь, поднимается вот этот вот люк, и получается, по лесенке можно забраться наверх. Как по мне, так вполне себе неплохая альтернатива тепловозу, какому-нибудь огромному ТЭП-70, который тащит всего один плацкартный вагон и везут там 1,5 инвалида или бабушку с брусникой. Пока что это стоит здесь. Очень здорово, что повезло ее увидеть. Вон ее зовут АМ-3С. Опытная. Очень повезло, что удалось ее увидеть. В сети крайне мало информации по ней, но она здесь и находится. И вот, кстати, почему так высоко кузов расположен? А там внизу, собственно, дизельная установка. Передача на ней стоит войтовская, но, как сказали, есть чем заменить. Аналогов уже хватает. Так что, друзья, кто знает, может быть, вон, кстати, топливный бак, может быть, проект возродится, модернизируется и будет возить нас по каким-нибудь раритетным заповедным линиям, там, Земцы-Жарковский какой-нибудь. Почему бы не на таком самом медленном поезде в России поехать? В нем хотя бы есть туалет. А рядышком чисто заводской тепловозик ТГМ-40С. И знаешь, что самое интересное? У него номер 001. Это первенец завода тепловоз-снегоочиститель. Грубо говоря, это раздутая на широкую колею семерка, которая еще и снегоочиститель. В принципе, чертовски логичное решение иметь на предприятии вот именно такой тепловоз, потому что подъездной путь используется. Мы же видели накат. Вот кто его оставлял. Здесь на заводе еще и занимаются химической промышленностью, но там слишком сложно, там слишком непрофильно для моего канала, для моего видео. Но показали, рассказали, и, честно говоря, это просто какой-то улет, это космос, это какие-то совершенно иные для понимания технологии. И, значит, реагенты, необходимые комплектующие доставляются железнодорожным транспортом. И свой тепловозик бегает, ходит. Единичка, вот как она была сделана, опытная, так она здесь и живет. Состояние, конечно же, прекрасное, тут уже ничего не скажешь. Но какой красивый отвал, а как же это все выглядит. Монументально и монструозно. Хотя, казалось бы, вроде семерка, но она раздалась и вшире, ввысь, и в длину. Красивый тепловоз, эстетичный. Особенно вот в исполнении снегоочистителя. Ну, в общем, как мы помним,
Везде используются кабины оттушки. На заводе пошли дальше. Здесь, во-первых, кабина, она как матриса. Да никак, а это и есть матриса. Точнее, ее останки. В 1997 году на КМЗ выпустили опытную матрису АМ-2. Как пишут в интернетах, она была двухвагонной и на колею 750 мм. Однако при изучении двух найденных в сети фотографий становится ясно, что она на широкую колею. В отличие от матрис АМ-1, сделанных на базе Ту-8П, кузов состоит из малого капота и двойной, а не тройной кабины. Учитывая суммарную заявленную длину чуть менее 19,5 метров, можно предположить, что расширенные и укороченные на одну секцию кабины кузова были размещены на единой раме, а между этими кузовами организован крытый тамбур с выходом на обе стороны. Предположительно, матриса оборудована двумя двигателями ЕМЗ-236М мощностью 180 лошадиных сил каждый, с механическими коробками передач и приводами на их ближайшую тележку. При смене направления движения один двигатель, видимо, глушился и заводился другой. Неудивительно, что такая конструкция не пошла в серию, но опыт интересный. Если у тебя, мой зритель, есть дополнительная информация по этой матрисе, пиши, пожалуйста, в комментариях или в группе в Telegram, куда всех призываю подписаться. Там интересно. На этом наша маленькая, ну как маленькая, 2 с гаком часа экскурсия подходит к концу. Дмитрий Николаевич, вам спасибо огромное за уделенное время. Все-таки такое сложное производство, нашли время в своем графике. Очень ценим, очень все благодарны. И я, и подписчики, и не подписчики. Кстати, подписывайтесь на канал. Желаем вашему предприятию, вам лично дальнейшего процветания. Только успеха, только вперед. Спасибо за ваш труд. Большое человеческое спасибо, Максим. Мы, как всегда, открыты новым предложениям, новым заказам, новым людям, новым партнерам. Приезжайте в Камбарку, приезжайте на наше машиностроительное предприятие. Всегда категорически рады. Спасибо за уделенное время вам. Спасибо, Давайте, спасибо. будьте здоровы. Кстати, ребят, чуть не забыли сказать. Есть, ну, не голод, наверное, да, но такие позывы к аппетиту по вопросам кадра. И если вам понравилось предприятие, если вам хочется обучаться чему-то новому, постигать, устраиваться по трудовому кодексу, а не в серую, пожалуйста, все ссылочки в описании на завод, обращайтесь. Рады всем, кто не умеет, научим, кто не хочет, тот не приходите. Камбарский машиностроительный завод Удмуртия заряжает.